Всем привет! Рада, что зашли на наш канал. Хочу поделиться с вами рецептом любимых лепешек. Насколько это вкусно, просто не передать словами. Это отличная замена бутербродам детям в школу, себе на работу. Приступим. Приготовим тесто. В просеянную муку добавляем дрожжи, сахар, соль и соду. Перемешиваем. Добавляем теплую воду. Вода не должна быть горячая. Именно теплая вода быстрее поможет активировать дрожжи. Добавляем масло. Замешиваем сначала ложкой, а когда ложка перестанет справляться, вымешиваем руками. Перехожу на стол и буду домешивать на столе. Сода в этом тесте обязательно, поэтому не пренебрегайте ей. Многие ошибочно думают, что в дрожжевом тесте сода лишний компонент, но на самом деле это не так. Сода влияет на пшеничную клейковину, и она становится слабой и растяжимой. Также сода оказывает влияние на свойства воды, и вода становится мягче, а мягкая вода также делает клейковину более слабой. Поэтому соду очень часто используют в тесте и для пиццы тоже. Вымешиваем около 10-15 минут. За это время вы почувствуете, как текстура теста поменяется, и оно станет однородным и более эластичным. Вот такое мягкое тесто, эластичное, у нас с вами получилось. Смазываем чашу маслом и отправляем тесто на 40-50 минут в теплое место. Я обычно ставлю выключенную микроволновку и рядом стакан горячей воды. Тесто хорошо подошло, увеличилось почти в 2 или даже в 3 раза. Делим его на 8 частей и убираем еще на 15-20 минут. Just may be heading, a part of us will never leave. Oh, wherever in the world you may be hiding, in a while I know you're coming home. Tonight I know you will be coming home. В это время приготовим начинку. В блендере измельчаем лук, помидор и петрушку.
Измельченные овощи добавляем к фаршу. Фарш берите любой, у меня говядина и индейка. Добавляем соль, паприку, черный перец, корицу и чуть-чуть мускатного ореха. Раскатываем лепешку. Тесто очень эластичное, оно легко раскатывается, не стягивается обратно. Это благодаря тому, что хорошо вымесили и сода-эффекту. Раскатывайте на доске, с которой вам будет удобно перекладывать на сковороду. Сверху тонким слоем распределяем начинку. Жарить будем на сухой сковородке около 5 минут под крышкой на среднем огне. Когда мясо будет почти готово, присыпьте немного сыром и еще оставьте на пару минут под крышкой. Присыпаем паприкой и перекладываем на тарелку. Также выпекаем все остальные лепешки. Аромат стоит непередаваемый. Уменьшать порцию не рекомендую, так как у нас они исчезнут сейчас сразу, как только камера перестанет снимать. Попробуйте обязательно приготовить. Вкус космический. Буду несказанно благодарна каждому за лайк и подписку. И нажмите колокольчик, чтобы не пропустить остальные рецепты. До встречи!